То, что должно было стать простой экскурсией по дому, превратилось в самую большую загадку, которую Эйяр и Муай видели в этом году. Тэхён непринужденно проводит нас по своему новому дому. Дорогие произведения искусства на стенах, редкие растения, идеально расставленные у окна и естественный свет, падающий на его невероятное лицо, словно созданный специально для него. Каждый уголок кричит о роскоши, каждая рама кажется продуманной. Но вот чего никто не ожидал. Фанаты не говорили об искусстве. Они даже не говорили о доме. Они приближали изображение, пересматривали отдельные моменты, шепча одно и то же имя снова и снова – Чингук. Одна тонкая деталь, одно присутствие, которое не должно было быть очевидным, но почему-то ощущалось повсюду. И теперь Эйяр и Муай задают один вопрос, который взорвал интернет. Это действительно была просто экскурсия по дому, или Тэхён тихонько показывал что-то гораздо более личное? Тэхён не торопился во время экскурсии. Он двигался медленно, почти задумчиво, как будто каждый предмет был связан с каким-то воспоминанием. Картина в коридоре, абстрактная, темно-синяя тона, переходящая в серебро, была показана без объяснений, камера задержалась на секунду дольше, чем нужно. Эйяр и Муай заметили этот оттенок синего, тот же тон, который фанаты ассоциировали с недавним стилем Чингука, то же настроение, ту же тихую интенсивность. Совпадение? Возможно. Но у них совпадения редко бывают простыми. Затем появились растения. Он улыбнулся той мягкой, почти застенчивой улыбкой, поправляя высокое зеленое растение у окна. «Мне нравится заботиться о живых существах», — небрежно сказал он. Комментарий был безобидным, мягким, но то, как он это сказал, звучало многогранно, намеренно. Любой, кто достаточно долго следит за ними, знает, что Чингук однажды сказал, что ему трудно выращивать растения. И все же здесь Тэхён заботливо ухаживал за чем-то хрупким, размещая это там, где идеально падает солнечный свет. Символично. Фанаты начали складывать пазлы быстрее, чем кто-либо ожидал. Была комната, в которую он не решался войти, дверь была приоткрыта. Он отшутился, сказав, что там все еще беспорядок. Он не показался внутри. Он быстро переключился, слишком быстро. Ракурс камеры запечатлел что-то в отражении стеклянной панели рядом с ним. Силуэт, тень или просто воображение, подпитываемое надеждой. Видео длилось меньше 2 секунд, но 2 секунд было достаточно. Увеличенные скриншоты заполонили ленты новостей. Монтаж замедлял отражение кадр за кадром. Форма, широкие плечи, темная одежда соответствовала кому-то знакомому, или, может быть, люди хотели, чтобы она соответствовала. Никакого подтверждения. Никакого опровержения. Тишина. А тишина – самый громкий ответ из всех. Тэхён продолжил тур, как ни в чем не бывало, демонстрируя коллекцию виниловых пластинок, проводя пальцами по обложке, улыбаясь, когда упоминал о ночных музыкальных сессиях. Он не сказал, с кем слушает музыку. Ему это было не нужно. История уже писалась сама собой. Самым поразительным было не скрытое лицо. Это было чувство комфорта. Он выглядел спокойным, уверенным, умиротворенным, что отличалось от прошлых трансляций, менее замкнутым, менее отстраненным, как человек, который не одинок в этом пространстве, даже если камера показывала только одного человека. Фанаты Эйяр и Муай начали задавать вопрос, который никто не осмеливался произнести вслух. Для кого, как им кажется, был построен этот дом? Произведения искусства были подобраны тщательно, мебель минималистична, но уютно, растения живые и пышные. Но в доме ощущалась пустота, которая не казалась пустой, скорее, пространство, предназначенное для кого-то. Затем наступил финальный момент, который действительно взорвал все. Идя к балкону, огни города позади, он остановился. Ветер слегка развивал его волосы. Он посмотрел в сторону от камеры, не в объектив, а чуть правее. Его выражение лица смягчилось, стало почти нежным. И он тихо, почти шепотом, сказал: «Здесь хорошо, правда?» «Не, мне здесь нравится». «Не, хорошо, не так ли?» «Правда». Как будто кто-то еще стоял там, как будто он искал согласия.
Камера не отреагировала, но его глаза отреагировали. Эта небольшая смена выражения лица, то, как он подождал полсекунды, прежде чем продолжить, казалось интимной, личной, как будто зрители не должны были это заметить. Экскурсия по дому закончилась без каких-либо драматических откровений. Имена не упоминались, только тихое прощание и выключение камеры. Но интернет не отключился. Распространялись видеоролики, утверждавшие, что Чингук там был. Другие требовали доказательств. Некоторые обвиняли фанатов в заблуждении. Другие утверждали, что символика слишком точна, чтобы ее игнорировать. И прямо посреди всего этого стоял Тэхён, молчаливый, ни пояснительных постов, ни дразнящих объяснений, ни опровержений. Только этот тур, только этот дом, только это правда. И, возможно, именно это делает все это более значимым, чем любое подтверждение. Потому что, если бы это было ничем, почему это казалось всем? На следующее утро после тура все было не так, как обычно. Видеоролики уже набрали миллионы просмотров. Монтаж разбирали покадрово. Теория отражения никак не хотела умирать. Но по-настоящему всех встревожил непредполагаемый силуэт. А молчание Чингука. Он ничего не публиковал, ни реакции, ни шутливого комментария, ни попытки отвлечь внимание. К полудню всплыла новая деталь. Одна из виниловых пластинок, которой Тэхён ненадолго прикоснулся, совпала с песней, которую Чингук рекомендовал несколько месяцев назад во время ночной трансляции. Не популярный трек, не что-то из трендов, что-то конкретное, что-то личное. Затем фанаты заметили время публикации видео с тура, 23 часа 7 минут по корейскому времени, время, которое фанаты давно ассоциируют с Чингуком. Возможно, снова совпадение. Но когда повторяются закономерности, ничто не кажется случайным. Позже Чингук появился в сети, не в прямом эфире, а просто в обновлении истории, черно-белая фотография городских огней ночью, без подписи. Вид на горизонт был поразительно похож на тот, что был виден с балкона Тэхёна. Угол не был идентичен, но и случайным его назвать нельзя. Фанаты наложили оба изображения друг на друга в течение нескольких минут. Совпадение было не идеальным, но достаточно близким, чтобы вызвать шок. Находились ли они в одном здании, в одном районе, в одну и ту же ночь? Или две разные жизни сплетались воедино надеждой? В ту ночь Тэхён снова вышел в прямой эфир, не для того, чтобы что-то уточнить, не для того, чтобы опровергнуть слухи. Он провел в прямом эфире меньше 8 минут, сидя на полу возле той же балконной двери. Он не упомянул тур. Он не упомянул Чингука. Он просто тихо включил музыку и говорил о новых началах. Его голос был спокойным, но под ним чувствовалась какая-то скрытая, едва уловимая тяжесть. Он сказал: «Иногда ты создаешь место, надеясь, что оно станет для тебя домом, но оно кажется полным только тогда, когда его понимает нужный человек». После этих слов он улыбнулся, тихой улыбкой, как человек, который понимал, что сказал больше, чем хотел. Прямая трансляция внезапно прервалась, когда он снова взглянул в сторону экрана, вправо, и прошептал что-то, чего никто не смог расслышать. Читатели по губам долго спорили. Выражение его лица после этого не выражало раздражения. Это была мягкость, знакомость. Несколько часов спустя Чингук оставил единственный комментарий под постом фанатки, на котором был изображен балкон Тэхёна, красивый вид. Без смайликов. Без контекста. Комментарий был удален через несколько минут, но скриншоты остались. Теперь вопрос заключался не в том, присутствовал ли Чингук физически. Настоящий вопрос стал сложнее. Общаются ли они открыто? Прошли дни. Ни один из них не говорил ни о чем напрямую. Графики продолжали работать. Внешний вид оставался профессиональным. Но фанаты заметили нечто, что сложнее подделать. Их язык тела изменился. Тэхён казался легче. Чингук казался более спокойным, как будто что-то было решено в частном порядке. Возможно, дом не был откровением. Возможно, это было заявлением о том, что произошел рост, что дистанция преодолена, что то, что существовало между ними, больше не нуждалось в громком подтверждении.
всплыла еще одна деталь. Возле входа в дом небольшая фотография в рамке была частично скрыта за скульптурой. На замедленном видео в стекле можно было увидеть два силуэта. Недостаточно четко, чтобы подтвердить лица, но и не настолько размыто, чтобы отмахнуться. А видео с экскурсией осталось нетронутым, без монтажа, без уточнений. Это выглядело намеренно, как будто чему-то позволили существовать без объяснений. Позже, во время публичного выступления, Тэхён выглядел спокойным и собранным. На одном из спонтанных кадров он слегка повернулся, его выражение лица снова стало мягким, как будто он осматривал толпу в поисках кого-то знакомого. Сбоку, едва запечатленный, стоял Чингук, недостаточно близко, чтобы вызвать сенсации, и недостаточно далеко, чтобы отмахнуться. Они не взаимодействовали публично. Им это было не нужно. Тем временем, на кадрах с репетиции Чингука виднелась тонкая серебряная цепочка на его шее, та же самая цепочка, которую Тэхён носил во время экскурсии по дому. Тонко, минималистично, легко не заметить. Но тонкость стала их самым громким языком. Затем в одном из закулисных видеороликов было слышно, как Чингук тихонько напевает какую-то мелодию себе под нос. Она не совпадала ни с одной из выпущенных песен. И, как и все остальное, это оставило больше вопросов, чем ответов.